Ей, пришло время проехаться на Юнипере, так что посмотрим, что он из себя представляет. Есть немножко времени, сейчас покатаемся. Йоу, Юнипер, посмотрим, что он из себя представляет. Это лаунж версия. Сидушки довольно жесткие на самом деле. Отличаются они. Двери плотно закрываются, классно. Попробуем, как он себя ведет. Интересно, они сделали. Здесь они отметили теперь как аварийный выход. Лаунж версия. Материалы здесь очень прикольные стали. Машина такая более какая-то сбитая, кажется. Руль такой же точно, как и в тройке. Сидушки мне очень нравятся. Сделаны они явно лучше, чем в прошлой модели. Такие же, я думаю, как и в Model Dry. В смысле, в тройке. Спрятали ганшуфак. Открывается так же, как и в тройке тоже. Он теперь на магнитах. Просто закрывается довольно громко, потому что примагничивается. В общем, включается она как в Model 3 уже, переключаются передачи. Vision Only здесь сейчас поточнее, потому что есть и передняя камера, и здесь вообще HV4 стоит, разрешение у камеры больше. Вау! Разгон, конечно, мне нравится. Едет прикольно. Но что, рулится она классно. Она и мягкая, и довольно точная. Подвеска однозначно другая стала. Тут, конечно, стоят еще 19-е колеса. Тут подсвечивается слева лампочка. Уведомляет о том, что есть слева машина. А мягче она стала. Ездит хорошо. Мне нравится, насколько она мягкая. Не настолько точная, но чувствуется как SAF. Вот она качается. Почему-то у меня сейчас не горит подсветка в салоне. Но есть такой какой-то мягкий такой заворот интересный, конечно. Прошлая Model Y более жесткая. В плане не только то, что она по кочкам жесткая, она довольно жестче рулится, более точнее. Не пойму я только почему она иногда как вроде остается ехать прямо, хотя ты хочешь повернуть, и тебе нужно чуть-чуть перебороть этот порог, чтобы дальше поворачивать. Иконку они поменяли, прикольная здесь такая с фарой получается. Стоит. Сейчас я вижу, что штойрунг это у меня корректирует в полосе. Руль такой же, в принципе, точно как и в тройке. Поворотник они добавили только с половиной нажатия, то есть нету второго щелчка, как раньше это было на Model Y. То есть ты можешь нажать немножко, а до конца опустить нельзя. Все так же чувствуется звук ветра, как всегда, но едет она тише. Не намного, но ушам спокойнее, конечно, здесь. Есть какая-то уверенность, что на повороте ты зайдешь в поворот на высокой скорости. Однозначно какая-то настройка очень хорошая для такой рулежки. Интересно, раньше не было этого пункта, здесь можно установить, как сильно она тормозит. Если заехать на бордюрку, да, это намного мягче. Я знаю точно, что у меня это было бы просто перепрыгивание такое, бам-бам. А тут она мягко. Заезжает, съезжает с бордюрки, классно. Очень даже ничего.
Мягко, но с таким покачиванием. Jetzt links abbiegen auf Herbergstraße. Значно мягче. Очень мягко она проезжает. Когда по бордюркам ездишь, вообще нету такого, как раньше, когда машина просто тебе хотела выкинуть из салона. Вот я специально на эти бордюрки наезжаю. Мягенько, и нету такого стука сильного подвески. Это однозначно классно. Можем переключить камеры. Вперед едем, передняя камера. Причем она как-то развернута вверх, что ты видишь довольно далеко вверх. Камера. Сама омывачка находится снизу, она отсюда брызгает. Багажник теперь стал мягко открываться. Он вообще, в принципе, более такой солидный. Сверху все мягким они сделали. Снизу, я не знаю, насколько это хорошее решение было, вот этот погрузочную вот эту пластмасску тоже делать мягкой. Ну, конечно, меньше будет царапаться. Полка складывается, нормальная полка в Юнипере, такая, какая она должна быть. И она складывается под эту полку. Тут теперь тоже все в ткани, и это очень круто, потому что это вся пластмасса, которая была раньше. Она и царапается, и выглядит не очень. Интересно, почему-то, кстати, даже голос поменялся, когда забиваешь в навигацию Tesla Центр Штутгарт. Это оно? Другой голос в машине. Я не знаю, как это они, почему они поменяли. Вроде же нельзя выбирать в Тесле. Но такие дела. Классные камеры. Здесь четче, конечно же. Вперед, если переключим, показывает переднюю камеру. Показывает, куда мы направляемся тоже спереди. И можно омывачку включить. Помыть. Красота. Вот передней камеры, конечно, не хватает, в старой модели. Но, да, конечно, ведет себя подвеска мягче на порядок. Но она не такая жесткая. Ну, в смысле, не настолько точная, как это было раньше. Я причем только что не совсем понял, как она себя ведет на трассе. Есть такое ощущение, что она иногда начинает в другую сторону немножко уезжать. Тут часть сейчас состоит уже из многих частей. То есть есть первая, вторая, третья это фары, и четвертая это уже самый низ. Тут все пусто, как и раньше, в принципе, в багажнике было. Камера теперь находится как бы спереди, потому что раньше она была спрятана снизу, но теперь она в таком удобном месте находится. Мне кажется, это очень хорошо. Очень классно они реализовали здесь эту подсветку, такой плавный градиент получился. Снизу они в точечку такое сделали текстуру интересную и надпись Tesla. Кнопка здесь находится, подсветки здесь больше нету, потому что она не нужна для номера, а номер находится снизу. Соответственно, и подсветка здесь тоже внизу. Совсем они тут поменяли, упоры здесь другие теперь. Все закрыто пластмассой аж до середины. Тут это прорезинено все, оно участвует также в роли уплотнителя. Я думаю, теперь звуков от багажника не должно быть никаких. Тут еще один упор. И регулируется оно теперь все по-другому. Эти упоры, я думаю, не регулируются. Или? Усиленные амортизаторы. Здесь видно, они даже по как бы своему объему больше. Они, видимо, поэтому такие мягкие стали. Раньше они тут также эти болты сделали более надежными, потому что раньше на прошлой модели они были тонкие и были случаи, что обрывались. Видимо, от того, что если дверь багажника не откалибрована правильно была, если она там закрывалась неправильно, то могла сорвать эти болты. Повторители, кстати, находятся также и здесь. Совсем маленькие лампочки. Это обязательно, потому что если дверь багажника поднимается вместе с фарами, их тут нету, то нужно, чтобы где-то подсвечивалось. И они таким образом решили это. Я думал, что они будут снизу тут светиться, но нет. Здесь есть только фонарь заднего хода. И тут повторитель как бы этот есть. Теперь крышка для фаркопа находится в самом низу. Она такая угловатая. Здесь снизу есть два болта. Если их отщелкиваешь, то можно снять и фаркоп поставить.
По дверям тут ничего не поменялось, никаких дополнительных уплотнителей. Все так же одна резинка. Тут мягкий материал, который прилегает к самому корпусу. И это очень хорошо. Я заметил, что в берлинской сборке это тоже была мягкая часть, и поэтому она не создает звуки, когда прикасается к самому корпусу двери. Потому что на китайских сборках эта часть была грубее, и она, когда оттерлась об дверь, тогда создавала звуки. На потолке они как-то мягче немножко этот материал сделали. Вот если по нему стукаешь, он приятней ощущается. Тут, в принципе, ничего особо не поменялось. Все то же самое. Тут, как в тройке, ты можешь передачи переключать. Есть аварийка наверху. Сидушки интересные. В остальном тут ничего нового. По салону все хорошо сделано, все приятно. Чувствуется, что есть обдув в сиденьях, но не громкий обдув. Вот интересная штука, как они сделали. Они тут теперь сделали такую выемку под голову. И если ты даже ложишь голову в самый конец, то тебе не мешает здесь крыша. Потому что раньше в прошлой модели здесь была сплошная такая перегородка, и она мешала голове. В остальном все то же самое. Такие же крючки, свет здесь. Двери закрываются тоже мягко, приятней. Есть такое ощущение премиальности, потому что темный салон с такими подсветками. Да, однозначно лучше, чем в прошлой модели. Не совсем понятно, как теперь выровнять сиденье, потому что, по-моему, можно здесь, да, немножко опустить, потому что я когда сижу справа, мне не совсем удобно достать до тех кнопок, которые там находятся, от этих сидушек. Сидушки плотно сидят. Раньше были проблемы с этими подголовниками. Они могли дребезжать, но в этот раз они уже тут, смотрю, доработали. Они очень плотно сидят, нету никаких проблем. И огромная проблема была, это средний подголовник, когда ты его вытаскиваешь. Ох, блин, нифига себе он вытаскивается. Он дребезжал ужасно просто. У меня он до сих пор дребезжит. Если его поднять, если кто-то третий сидит, то именно вот в этих местах звуки появляются всегда. Тут они уже эти все проблемы решили. Машина чувствуется более надежной. Нет никаких проблем. Все в этой мягкой ткани, как и крыша. Просто здесь серый материал, здесь черный материал. И вот он идет аж до самого конца по этим боковым панелям. Регулируем сейчас переднюю сидушку. Ее можно вперед-назад двигать. И если я ее даже на самый зад подвину и потом попробую опустить сиденья, которые здесь находятся, то они работают вместе. Если я сейчас буду опускать левый правый ряд, то переднее сиденье тоже сдвигается наперед, чтобы могло лечь заднее сиденье, и потом обратно опускается. И потом, если я хочу поднять это заднее сиденье, то отъезжает сначала переднее, а потом поднимается заднее. То, что теперь можно складывать эту полку вниз, это очень удачное решение, потому что раньше ее некуда было девать. Если ты ее хочешь что-то повыше загрузить сюда, то ты снимаешь эту полку, ее некуда деть. Ее нужно или на парковке оставлять, или, не знаю, в салоне ложить можно было еще за сидушками. А теперь ты ее просто складываешь тут под эту полку, и все, она не мешает. Посмотрим еще, что у него находится спереди. Анимация интересная, обновили. Это фара передняя, монобровь такая. Смотрится прикольно. В стиле кибертрака. Капот теперь маленький, он не такой широкий, как раньше был. Довольно легкий. Но я бы не сказал, что он там какой-то совсем обделенный. Теперь тут есть тоже эти выстреливающие амортизаторы, которые при ударе капот поднимают вверх. Тут они добавили пробку. И если вдруг ты сюда что-то разлил или хочешь что-то здесь возить, можно сливать отсюда воду. Омывачку они опустили вниз, и это удобно. Тут добавили уплотнитель, чтобы не было, видимо, звука никакого. Закрывается теперь. Как-то немножко мягче, но нужно дожимать.
Видимо, из-за того, что там есть этот уплотнитель посередине, то нажимается немножко сложнее. Теперь все матричные фары находятся здесь, и линза просто огромная на самом деле. Она больше, чем в прошлой фаре, насколько я вижу. Я думаю, тут намного больше диодов теперь стало, и, возможно, эта линза будет лучше работать. Лучше вырезать машины. Они переместились, вот теперь такой огромный воздухозаборник направляющий, чтобы воздух проходил с этой стороны колеса и как бы не создавал сопротивления. Машина более стабильно себя ведет. Ну и конечно же, я буду не я, если я не покажу, какие здесь рычаги стоят, а стоят они точно такие же, как и на прошлой модели. Они тут, конечно, амортизаторы поменяли, там нижние, по-моему, части. Также видно, что здесь передняя часть не литая, она из многих частей состоит, а сзади там она должна быть вся литая, как и на прошлый модуль Y Long Range. Но в Берлине собирались модели, которые сзади и спереди были литые. Похоже, они поработали над этим кожухом внутренним, он здесь более мягче. Не так было раньше на прошлой модели, поэтому, наверное, она стала и тише. На передних колесах я особо не заметил разницы, там вся такая же пластмасса, она, кстати, не так же сильно закрыта. А сзади тут больше шумопоглотителя. Кстати, не знаю, как на последних моделях из Берлина, но скорее всего, что так же. Но на моей китайской вот эти резинки, они очень твердые. И из-за этого иногда их нужно смазывать постоянно, иначе появляется звук, потому что они трутся об дверь вот здесь. И то есть, когда они трутся, то появляется такой, как, не знаю, звук прилипающего пакета. Но тут они мягкие довольно. Ну и вообще материалы мягкие. Вот эти все мягкие материалы, которые соприкасаются с корпусом, они не создают никаких звуков. Соответственно, вообще машина чувствуется внутри более премиально. Двери на самом деле стали очень такие плотные. На самом деле от того, что внутри просто они все очень хорошо закрепили. И когда ты открываешь дверь, когда ты ее захлопываешь, вот стекло поднимается, в таком положении оно более уверенно сидит. И когда ты захлопываешь, нету никакого звука дребезжащего, потому что раньше стекло как бы внутри билось. И в общем они, скорее всего, внутри добавили там немножко, наверное, шумоизоляции и закрепили просто все элементы хорошо. Поэтому дверь кажется более такой тяжелой и закрывается намного приятней. Тут у них тканевый материал. Тут, кстати, тоже такая же текстура, как и сзади, там где подсветка. В основном все мягкое, все приятно на ощупь. Камера такая же, тут в салоне тут никаких изменений. Тут, кстати, тоже такая же текстура, в точечку, как и сзади. Подсветка. Мне нравится, кстати, красная подсветка в черном салоне. Очень классно смотрится. Вообще машина, конечно, очень много работы сделано. Кажется, что немножко обновлений, но на самом деле машина на порядок лучше, чем прошлая. Очень огромная ниша спереди. Тут USB-порты они совсем убрали, но есть 12-вольтовая зарядка. Подсветка. Все плавненько закрывается, материалы здесь мягкие. Один порт есть вот здесь в подлокотнике. И все. Тут уже нету 12-вольтовой розетки, как раньше это было. Значит, они здесь доработали, видимо, от того, чтобы не было таких залепляний этой камеры. Они поменяли этот вырез по-другому, видимо, чтобы солнце не попадало на камеру. И материал внутри, скорее всего, тоже другой, который поглощает эти все отражения. Интересно, почему они решили добавить здесь вот такую выемку, скорее всего, все из-за аэродинамики. Потому как машина прибавила в километрах, как Tesla заявляет, чисто из-за аэродинамики. Прибавила там что-то около 40 километров. Ну и, конечно же, камера спереди. Это просто must-have, которого не хватало все это время. Машина на самом деле просто огонь. Мне очень понравилось, потому что это как бы собранный лучший опыт Теслы за все эти года. Исправлены все ошибки, на которые люди жаловались. Понятное дело, машина будет сразу же собрана нормально, потому что это как бы прошлая модель.
Ну, я имею в виду по кузову и все остальное. Материалы все чувствуются очень премиальными, все очень мягкое. Из-за того, что материалы мягкие, не будет никаких звуков в салоне. Короче, очень классно. Внутри премиальное ощущение. Я говорю, черный салон за счет с красной подсветкой вообще очень круто смотрится. Подвеска мягкая, машина классная. Кстати, что я еще забыл сказать, это проверить особо не получилось, так как погода довольно-таки мрачная. Но вообще в стекло добавили серебряный там какой-то слой, в смысле в новом Юнипере в крышу. И солнце как бы не так сильно жарит. То есть инфракрасные лучи не так сильно тебе проникают в салон. Ну и, соответственно, салон должен нагреваться не так сильно. Но это нужно тестировать. Если они это, конечно, очень хорошо реализовали, тогда это прям огромный плюс. Потому что в Model Y обычно летом очень жарко внутри. И приходится цеплять сетку или еще что-то придумывать. Это когда собраны лучшие решения и без лишних всяких заморочек. И в том плане, что в машине есть все, что нужно, и оно реализовано максимально правильно. Я уверен, что будут еще рестайлинги и будут, скорее всего, там фары как-то меняться. Возможно, там какие-то лазерные поставят, как в Киберкабе. И багажник тоже не зря они там так много разделили. В общем, если вы думали над покупкой Model Y, Uniper, можете не сомневаться, машина очень хорошая, лучший софт на рынке, так что вы будете очень довольны. Если вам потребуется дополнительная скидка, используйте мою реферальную ссылку, по ней вы получите, я думаю, минимум 500 евро скидки. И это как бы тоже внесет свой бонус. Надеюсь, вам было интересно посмотреть, и я рассказал довольно много деталей. Спасибо за просмотр и пока-пока.